Привет всем! Это первый ролик за год, где я полностью показываю свой персональный склад. В названии видео пишет, что у меня 2000 часов, но по факту у меня чуть больше, а именно 2250 часов. Я просто округлил, а то 2000 часов смотрится получше, чем 2250. В общем, сегодня будет обзор всего персонального склада и, конечно же, общего баланса, который я смог зафармить за все это время. Мне даже самому интересно, что у меня есть и сколько всего вообще на складе. Итак, персоналка, с чего бы начать? У меня есть еще резервный склад, но там ничего нет. В общем, первая вкладочка, у меня тут пусто сейчас. Это вкладка для того, чтобы хранить все вещи с ивента, точнее сезона. То есть за каждый сезон все, что нафармил, просто складываю сюда на кучу, а потом сортирую. В данном случае я уже отсортировал, но то, что было здесь раньше, можете увидеть в моем ролике. Плюс в этом видео еще условия розыгрыша на 20 миллионов будут. Так что, кому интересно, то смотрите. Ссылочку я оставлю в описании. Так, теперь вторая вкладочка. Тут в основном я ложу те вещи, которые мне нужны в быстром доступе. То есть тот же сак или ножка для прикопов. Вот нужно мне там выполнить ежедневку или еженедельку, то я просто их тут беру, чтобы не искать в забитых вкладках. Ну, либо я также складываю сюда вещи, которые мне нужны в фарме. Вот фармлю я, допустим, лабиринты и складываю все сюда. И потом смотрю, чего мне не хватает, чего хватает, что можно продать и так далее. Потом сортирую, когда придет время. В основном вкладка для быстрого скидывания. Тут вы можете заметить, что много вот этих аккумуляторов мелких. Я их не продаю, так как это самый дешевый вариант энергии для убежища. То есть смотрите, чтобы апнуть что-то с 4 по 5 уровень, нужно 250 тысяч опыта. Это эквивалентно 2,5 миллионам энергии. И эти аккумуляторы самые выгодные, потому что они дают 2,5 миллиона энергии, если их 2000. Это при условии, что каждый из них дает 1250 энергии, с прокачанной даже не на максимум генераторной, а вот как у меня. По деньгам это будет 24 миллиона, если бы вы продавали скупщику. Но если брать эти аккумуляторы на аукционе, то вам бы это обошлось примерно в 3 миллиона, что очень дешево. Для сравнения я покажу, сколько денег понадобится с другими источниками энергии. Возьмем тот же бензин, какой-то метан, пропан, дизель, то на юшке их цена от 7 до 10 тысяч за штуку, и энергии они дают от 2 до 3 тысяч чистыми, без бафов генератора. Я взял среднее значение в 3500 энергии за 9000 денег. Теперь просто посчитаем, берем 2,5 миллиона и делим на 3500. Получится вот столько, это количество необходимых бочек топлива. И умножаем на 9000, то есть получается 6,5 миллионов, если питаться такой энергией. Что чуть более чем в 2 раза менее выгодно с моими аккумуляторами. Есть еще неплохой вариант покупать вот эти батареи холодного синтеза, по ним результат получится в 4,8 миллиона, что уже лучше, но также не дотягивает до тех аккумуляторов. Это что касается актуальности на ЮУ. На Рушке, то я только зашел и ситуация там почти такая же, совсем чуточку дешевле стоит. Вот как-то так с этим получилось. Для тех, кто думает, что это ЮУ, хуйня, что ты показываешь, тут можно 100 лямов в день делать. Для таких людей у меня в сценарии был прописан целый блок текста, но я решил его не монтировать. Так как все здравомыслящие люди сами поймут, что разница между ЮУ и РУ сейчас не так много, как всем кажется. А те, кто остался с мнением 2022 года, где ЮУ только вышел и был действительно очень слабый в сравнении с РУ, то вам уже не помочь. Поэтому даже пытаться не буду что-то объяснить и показать, какая ситуация в реале. Так, ладно, продолжаем. И третья вкладка — это различные брелки и краски. Будем идти по порядку. Какие-то брелки с патронами, такие заледенелые. С прошлой зимы вроде с кейсов падали. Этот с Twitch Drop совпадал. Карточка с черного рынка. Эти тоже с черного рынка. Человек. Понятия не имею, откуда он. Это близнецы. Этот уже не знаю, откуда именно. Это с Твича. Это тоже непонятно, откуда оно. Вот эти клещи можно, кстати, продавать. Если я не ошибаюсь, они славянской весны. Хотя, может, и с лета. Точно не помню. Дальше идут зевка с брелки. Какая-то радиационная штука. Яйцо ящера. Это с весны уже точно. Еще одна ящера зеленая. Вот такой вот ящер тоже с весны. Дальше уже зимние, новогодние брелки. Граната какая-то. Снежинки там разные. Вот это снеговик за квесты давался. Лапа какая-то. Да, тоже зимняя. Дальше еще парочка зимних. И теперь уже брелки с прошлого года. Прошлого марафона, точнее. Дальше опять зимние брелки. А вот эти кубики вроде тоже с марафона. Черепок я хз откуда. Вроде марафон, но это не точно.
Огонек точно с прошлого марафона и пугало также. Дальше опять немного намешано с зимы и марафона, плюс Twitch дропсы. Вот эти все, что дальше, вроде бы тоже с марафона. Тыквы всякие и так далее. Тут вроде есть еще какие-то славянской весны, но я не уверен, какие именно. Так, ладно, самое интересное это, наверное, красочки. Вот это классная, хорошо смотрится на оружии. Вроде она славянской весны. Это тоже оттуда. Вот это тоже хорошая магма, смотрится хорошо. Вот это, даже не помню откуда. Либо прошлая осень, либо зима. Вот это тоже хорошая краска с прошлой зимы. Хорошо смотрится на оружии. Тут, как и в этом, мне нравится эффект такой заледенения. Вот это тоже хорошо смотрится. Эти краски дальше уже, ну, такие, обычные, непримечательные. Вот это с весны. Ну, такое себе. Просто желтая краска, но с разными выцарапанными рисунками. Дальше цепи идола, но смотрится тоже неплохо. Хотя, смотря на какой броня. На мотке хорошо сидит. Раны Велеса тоже хорошо смотрятся, в основном из-за красных светящихся трещин. Твич краски. Большинство фигня, но вот этот с хексами выглядит лучше всех остальных твич красок. Мне нравится. Дальше ничего особо интересного. Циклон с Нового года, хотя фигня какая-то. Краска 24, ничего особенного. Вот это вроде неплохая. Да, вот это неплохо смотрится. Дальше вот эти краски с зимы. Это вроде нормальные. Единственный плюс это то, что светится костюмчик. Но вот эта золотая пыль уже смотрится получше. Краска губка. Понятия не имею откуда она, как и половина этих красок. Понятно, что с кейсов, но к какому сезону принадлежит каждая из них, я уже не помню. Остатки. Фигня какая-то. А, это краска с этим, с энергетиком. Командный игрок. Фигня. Так, зомби-трип. Это точно с прошлого года. Дальше несколько красок, точно марафон идет. Вот это что? Буран. Зимняя, скорее всего. Следующая краска классная, тоже с хексами. Твич, конечно, получше, но это тоже ничего так. Но на оружии она лучше смотрится. Так, это елки, гирлянда вроде светится. Да, зимняя краска, само собой. Вот это тоже с прошлого марафона. Хотя они в этом сезоне падали, кроме синей версии. Ну, хорошо они смотрятся. Мне нравится. Вот это у меня на Сатурне краска стоит. Даже не знаю, зачем я ее взял. Ну, в принципе, он пойдет. Иней. Зимняя, какая-то слишком размытая, что ли. Дальше опять прошлый марафон. Ну, вот это прикольная, типа, с рунами такими. Так, дальше фигня, 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 фигня. Даже их не смотрю, потому что визуально вижу, что не очень краска. Вот это тоже с прошлого марафона. А синий вариант как будто бы в какой-то слизи костюм. Ну, тыква в принципе прикольно смотрится. Джек, вот это прикольная. Марафонец. А, он почти в основном на мастерские шмотки только. Не уверен, был ли он в этом сезоне, но в прошлом году точно был. Банан, что это? А, это только на одну броню. Понятия не имею, откуда он. Любимчик тренера. Вроде с прошлого марафона. Или с весны. Закаленный в боях. Ну, просто черепоки, такая шершавая броня. Твич краски. Здесь должна была быть еще одна краска, которая хорошо выглядит. Но пока что я что-то не вижу. Ну вот еще одна более-менее. Ну и в принципе вот это тоже более-менее такая смотрится. QR-код. Это вроде в этом сезоне давалось. За какой-то промик, если не ошибаюсь. Red Tiger. Не помню откуда, но она такая неплохая в принципе. Листья. Это уже что-то осеннее идет. Ну такое. Особо не интересно. Еще Twitch. Вот это тоже вроде нормальное. Так, а вот это тоже, что и предыдущее, только не светится. Это Twitch тоже такая себе. Опять это светится, а следующее нет. Вот это вроде хорошее. Да, это получше смотрится. Я бы выделил вот эту как лучшую краску Твича и вот эту с хексами. Ой, сколько тут брони еще. Так, ладно. Обсидиан, что тут? Ну, в принципе, да, смотрится тоже неплохо. Урбанизм, ну, такое себе. Бладстоун какой-то. Тоже хексы, но зеленые в этот раз. Не знаю, обычно мне зеленый цвет не заходит. Эфир. Да сколько здесь еще этих красок? Еще одна хексованная краска, но не так ярко выраженная. То есть есть хексы, но слабо заметные.
Тихая ночь. Думал, будет получше. Вот северная туманность явно получше. Но на оружие они на самом деле будут покруче выглядеть. По-моему, они с Зевкаса за уровень БП давались. Это просто какие-то белые краски, камуфляжи, ничего интересного. Ну, гроза хорошо смотрится с весны вроде. Вот эти заледеневшие краски смотрятся хорошо, но на оружии получше. Тут на броне просто нет визуально такого эффекта, будто бы она заледенела. Просто будто бы тканевая текстура. Ну, то есть краска и так хорошая, но на оружии будет получше. Агония, ну, в принципе, такое. Минералы. Магма тоже неплохо. Так, дальше оружие тут. По сути, почти все те же краски, что и на броню, поэтому просто несколько хороших рассмотрим. Вот эти цепи круто смотрятся. Дальше что тут? Раны Велеса тоже заебок. Охлаждение прикольно выглядит, мне нравится. Золотая пыль тоже хорошо смотрится. Холодная сетка мне нравится, особенно хорошо на фэнке выглядит. Гирлянда. Вот эти на оружие хорошо смотрятся с марафона. Либо вот этот темный вариант. Бархан. Песочек, хз откуда это у меня. Кураж, как на оружии смотрится. Ну, такое более-менее. Даже не знаю, есть ли смысл дальше смотреть. Ну, слизь такое себе, на броне получше. Так, я уже с этими красками подзаебался. Для вас-то я большинство пропускаю, а когда материал снимал, то почти про каждую краску что-то говорил. Ну, оружие от Фич мне больше нравится, неплохо выглядит. Код не очень, чисто краска для коллекции, слишком глаза режет. Red Tiger тоже неплохая. Листья, копии, обсидиан. Так, вот северная туманность на оружии, она смотрится явно получше, даже можно сказать хорошо, в отличие от брони. Ну, в принципе, все, тут дальше особо ничего интересного. Дальше четвертая вкладка, тут у меня оружие. МЦ-116Н, по-моему, из славянской весны снайперка. Да, точно, облик славянский на нее идет, хранитель Байкала. Макмиллан 2, 2 штучки выбил летом. Новогодний Глок выбил прошлой зимой, долго с ним бегал. Скар СССР, точно не помню откуда он. Вроде с весны, где танк был. Да, точно, с весны СССРка была. Маг 10, 2 штуки, хз с чего падали. Громовержец, это облик на РПЛ-20, пулемет за 500 уровень славянской весны. Вот облики, те, что раньше смотрятся хорошо, в сравнении с тем калом, что в Зевкасе и Черном рынке. Это тоже славянская весна на Дигл. Мудрость Перуна, тоже облик с весны на Пернач. 2 МГшки третьих, это с лета с тактических запасов. МЦ-255, я даже не помню откуда он. РМО, это тоже с кейсов каких-то дропался. Это не с тех, что элитные, базовые и так далее. Это еще с каких-то по типу тактических запасов выпадал. Да, точно, с запасов падал. Еще хлыст дропался, ТКБ, это все у меня есть. Все, что с кейса вообще падает. С президентов тоже все повторяется с прошлого года. Хотя даже некоторых красок тут нет, как допустим этой темной версии. Альпина, так, она падала с кейсов 6 уровня прошлой зимы. Сок с какого-то кейса. Дальше квестовая Мурка и РПД Дикобраза. Пистолетики забыл. Мечта, ее можно сбартерить за сигналы или выбить с кейсов 2 уровня прошлогодних. И пчелу также. Кобра, 124 урона, вроде неплохо, но не помню точно откуда она. Облик ящеров на нее идет, значит весной была за уровень БП. Так, темная длань, это точно я помню с марафона прошлого, за победу над тыквером давали, боссом. Это откуда? Черный рынок, в этом сезоне за БПшку дают. Берета Кожемяки квестовая. Вот этот облик на тот пистолетик с нынешнего сезона. Ну и еще 2 облика. Пчела, Twitch Deagle, 2 Twitch Глока, ТТшка, не помню откуда она, кстати. МП-412 и еще один Twitch Eagle. Так, еще ножички есть. Костяной нож, я уже не помню откуда он. Вроде зимний сезон. Твичер с Twitch дропсов. Гладиус тоже не помню откуда, он просто есть. Ну, как и остальные, я тоже не помню откуда. Может квестовые, а может с каких-то кейсов дропались. У меня есть еще холодное оружие, но оно будет чуть ниже. Охотничий МП за квест пули. Маузер, хз, что это. БМ квестовый. СТС-ка с прошлой осени у меня еще. 2 XM-ки выбил весной вроде. ПП Якорь тоже хз с какого кейса дропался. Огнево, это за Новый год, за награду за елку.
Я тогда ее не качал особо, так что топовые награды не забрал. Дальше 2 ПП Ореха, они просто есть. Вашку скрафтил за пару дней до того, как ее убрали, хотел просто оставить в коллекции. Дальше АК-15, АМБ-17, А545. Это я делал ролик, где бартерю все автоматы. Вот они и так дальше просто лежат, охраняют персональный склад. Проклятое ружье, много с ним бегал, когда начал играть на ЮУ. Обрез Чапа, вроде квестовый фракционный. Этот аук давался за уровень БП летом. Дальше облик, или что это, мотив на орех. А это на 3-й аук. Так, гнев Перуна, вот это классный облик. И делали же раньше годно, а не то, что летом и этой осенью завезли. Шикарный облик на МБшку. Таежный ветер на 545. Морозный перевал на ВСС-ку, тоже классный. Зимой можно было выбить. Мини-УЗИ, не помню откуда. 2 жнеца, один за прошлый марафон, один за этот. ТКБ такая же ситуация, при том, что я их еще пару штук продал обменщику. Чапа фуловый, не помню откуда, тоже с кейсов каких-то. Охладитель, зимой давали за квест. Точнее, испытание там было, а охладитель давали через промокод. Обрез Калгана, так это квестовые. Ящеробой на Сайгу облик, хорошо смотрится. Хорошо вообще смотрятся облики славянской весны. М1040 вроде просто тоже с кейсов падал. Вал Кутузова квестовый. МК просто бартер, наверное. ППШ с кейсов на мини-ивенте падал. Не помню точно как называется. Бартер квестовый опять. Бартер, квестовый, опять бартер. Еще один Чапа. Еще один квестовый ган. Облик, что это? Это КБЗшка с лета за 500 уровень. Так, вот холодное оружие. Что тут у нас? Ледоруб с зимы, что логично. Ведоед, тоже облик с весны на антитеррор. У ВСР просто с каких-то кейсов падал. Эндшпиль с марафона дропался, с прошлого и нынешнего, по одной штуке на каждый. И такая же ситуация с едкой пилой. Одна в прошлом году, одна в этом. Так, Криомансер. Зимой выбивал с кейсов 6 или 7 уровня, точно не помню. Ледяной ледоруб, зимний. Ледяной кукри также. Прижигатель, как и Криомансер, вроде 7 уровня кейсов падали. Раньше они еще были ветеранскими, и их вроде апнули. Или это уже у меня шиза, и их не апали, но не суть. Огненная бритва вроде тоже с зимних кейсов падали. Кислотная бритва и просто бритва. То есть просто эти 3 ножичка одинаковые, за исключением того, что тут огненный урон, а тут химический. Укус обращенного, облик с прошлого марафона вроде. Ритуальный топорик с весны. Вообще хз, что это и откуда это. Лопата за черный рынок, БП уровень. Мачете с кейсов. Русский штык с тех же кейсов, где падал ППШ. Это зевка с дубинкой электрическая. Джамалунгман ледоруб. Мне их очень много повторок падало. Я из-за этого прошлой зимой пригорел сильно. Топор русов с весны. Старый серп, просто пусть будет. Ашу тоже сбартерил, когда все автоматы делал. Сиг давался за уровень БП прошлой зимы. Дети ивентов все с ним бегали в аборигенах. Стрекоза тоже с кейсов каких-то. Так, это квестовое тоже вроде. И это квестовое. Гепард хз, откуда и что это. Вопль это что у нас? Это разряд за черный рынок. И ФАМАС новогодний с прошлого года. Ну и по оружию как бы все. Еще один ствол тут никак бы не поместился. Так, теперь броня. Тут более посвободней, брони намного меньше, поэтому в этой вкладке будет не только она. В общем, 2 танка у меня с весны славянской. Ригель в этом сезоне недавно выбил. Зевка с лета, Авангард просто сбартерил и ни разу не одевал его. Дальше облики, обскурно Ригель мне с 2 кейса выпал. Единственный более-менее нормальный облик в этом сезоне. Мудрейший, 2, кстати. Один сейчас на мне. Я случайно по ошибке 2 штуки купил. Думал, можно будет как-то потом обменять на донат, как другие облики из кейсов. Но нет, поэтому просто валяется тут. Зимний солдат на АОшку. Ледокол, классный облик на Центуриона, тоже зимний. Еще один облик на АОшку с весны. Полый охотник, это на призрачного охотника облик. Крысиный король тоже на него идет. Один в этом году, один с прошлого. Шатун это на медведь с весны. Это на егерь. И на Арамай облик с зевка с сезона. Далее костюмы, 2 призрачных охотника, как раз под тех 2 облика. Один абориген, абриган, дитя ивента, можно сказать, ассоциируется у меня с этим. 2 Арамая тоже давались за 2 различных сезона вроде. Алтын, она с кейсов по типу элитных, она не персональная. Почему я ее не продал хз, я обычно такие вещи продаю всегда.
Так, это сюжетка, это медведь с весны. Ни разу не видел, чтобы кто-то в нем бегал. Экспедиция, просто экспедиция с зимы, с каких-то кейсов вроде. Незнакомец уже не помню откуда. Так, дальше квестовые. 2 Авроры. Они одинаковые, просто названия разные. Одна болотная, одна комбинезон. Дальше какой-то недобартер и квестовые. Так, контейнеры, сумочки. Улей, 2 Ягдаша, по одному в год осенью. Холодильник, колотун, марафонская сумка. Холодос вроде с зимы, колотун не помню откуда, а марафонская, естественно, с марафона. А вот это, что это? А, это славянской весны вроде, да, только на медведь идет. Всякая дичь, короче, дальше. Гитара с кейсов 6 уровня зимних падала. Скины разные, в основном фигня большинство. Я хожу вот в этом. И вот эти нормальные, дядька Рус, Викинг. И тыквер более-менее, а остальные не особо, если честно. Так, дальше различные магазины. Первые 3 с Нового года. Первое это у нас яйца на ФАМАС. Далее коробка для ПКП и барабаны 5.45. Барабан для ППШ еще есть. Магазины обмотанные с Нового года падали. Новогодний 5.56 патронник. Вот этот магазин не помню откуда. Прицелы с марафона X8 и Леопольды. Зимние Леопольды. Еще строчка с марафона и такие же с зимы. Вот все эти не помню с каких скорее всего кейсов дропались. Далее коллиматоры, строчка панорам. Глушители на Ашу новогодние 2 штуки. 2 глушителя на грозу. Тактические блоки, раньше они были разного цвета, но весной их переделали в один зеленый цвет. Отличается только стримерская указка с дропсов. С марафона прошлого года вот эти черепа. Рукоятки различные, эти с марафона все, эти не помню откуда, эти зимние все остальные. А дальше так, непонятно что это и куда это пристроить. И еще остаток оружия. СВТшек много, потому что раньше лавины делал и продавал, но сейчас уже не делаю. Оружия тут, так как места уже в его вкладке нет. В основном оружие и броню с вот этих кейсов по типу этого я не коллекционирую, потому что их можно купить в любой момент. Да и к тому же у меня особо нет места. Далее 6-я вкладка, тут в основном все для убежки. Все, что нужно для различных крафтов, там минералы всякие, материалы, всякая хавка, просто чисто убежище. Так, 7-я вкладка, тут в основном тоже для коллекции, но больше уже ивентовых различных вещей. Вот раньше эта еда была коллекционная, но сейчас уже понятно, что нет, и можно ее просто скрафтить. Но она тут у меня так и осталась. Термопластины с зимы прошлой, горящие джеки с прошлой осени, фейерверки с зимы, тут дальше премиумы, я обычно эти не использую, а если мне нужен прем, то покупаю на 90 дней или на полгода. Тут ниже просто талоны, жетоны, дубаки и купоны различные. Еще ниже алкоголь, раньше почти тоже весь был коллекционным, сейчас уже многое можно крафтить, но персональные вещи я у себя так и оставил, которые там за различные какие-то промокоды давались или с кейсов. Вот когти раньше были коллекционными, у меня 1000 штук еще осталось. Советское шампанское, брусничная водка, грог, пунш, яблочный сидр, водка морозная, все еще пока что коллекционные, можно назвать так. Раньше здесь были и другие виды шампанского, но когда начал крафтить, то они просто начали расходоваться на крафты. С едой то же самое, но хотя бы мандарины остались коллекционными, и эскимо с частью мороженого. Дальше опять коллекционные вещи, хотя тут можно точнее сказать просто персональные. А раз персональные, то просто, наверное, с каких-то промиков дропались, и поэтому идут в коллекцию. Набор мебели, я его даже не открывал, просто пусть валяется тут. Далее схроны из различных сезонов, эссенции, сыворотки, и дальше части на всякое. Тут из всего этого я собрал все, а некоторые вообще по несколько штук. Единственное, Карбач 2 год остается не собранным. И тут еще 5 чертежей на штурму и из кейсов за КВ или гильзы части. Следующая вкладка чисто так для всего общего. Я сюда обычно скидываю бартер, какие-то предметы, которые не знаю в какую вкладку распределить. Патроны тут всякие, ну и заточка разная. Какие-то квестовые предметы, тоже все сюда скидываю. В общем, различный хлам. Следующая вкладка чисто для СБПшек различных. Жаль, СБПшки не стакаются, как все остальное, только место занимают.
10-я вкладка, наверное, самая дорогая и ценная, что у меня есть. Тут кейсы и вещи на продажу. В основном чисто инвестиционная вкладка. Зимние контейнеры с прошлого года я почти все продал, но с почты еще не забирал деньги. Их было много в общем, где-то на пару сотен миллионов. Потом все вместе заберу и посмотрим, сколько получится. Единственное, что я не продаю, это кейсы с обликами. Вот Зевкас облики слабые в сравнении с вот этими зимними и с весны. Ну и черный рынок также, то есть слабенький в сравнении. Вот это просто на продажу шмотки. Я часть их тоже не забирал с почты еще. Заберу, как продам все полностью. 11-я вкладка чисто различные кейсы для коллекции. Я сюда разве что забыл добавить кейсы Зевкаса. Вот эти элитные и тактические. И последняя вкладка это просто вещи различные на продажу или использование. Тут запаски разные, алкоголь, который нужно продать. Батареи аномальные. Арты тоже нужно допродавать, но мне лень. И вроде все. Так, а что по деньгам, то вот эти вещи я не забираю с почты, и также кейсы не забираю пока что. Таких вещей где-то в общем на 300 лямов. То есть вот это на 300 миллионов, плюс те, что я с почты не позабирал, тоже в эту сумму входит. Если добавить зимние кейсы, то примерно так же будет на 300 лямов их. То есть это уже будет 600 миллионов, плюс 400 миллионов за тактические запасы, это уже миллиард. Плюс перуны, это будет еще плюс 256 миллионов. Презенты плюс 300 миллионов. И самые ценные облики. На юшке весна по 550 тысяч стоит. То есть получается плюс 371 миллион. И кейсы с обликами зимы. Не знаю, сколько они сейчас на ИУ стоят. Я видел, что продают одну штуку и по миллиону, и по 1,5. Но непонятно, покупает ли их кто-то за такую цену. Но возьму минималку в миллион и будет еще плюс 245 миллионов. То есть все эти вещи в каждой вкладке, если продать и позабирать с почты, будет почти на 2 миллиарда. Плюс давай еще 8 лямов налички, это еще без учета вот этой вкладки, запасок, батарей. Ну давай их тоже посчитаем. Получится 2 миллиарда 226 миллионов. Но по факту денег еще больше, тут всякие продки, алкоголь, артефакты еще не подсчитывал, вот эту гамму не считал тоже с пылью. Ну вот так вот. По убежке что у меня? Только самогон в 5-й уровень вкачан. Я больше ничего не качал, так как окупает она себя очень долго, а постоянно скупать и продавать вещи мне лень. По самому убежище в предметах у меня почти все есть. Не хватает там только несколько различных штук. Ну то есть по 5 лямов вот эти штуки, что у перекупщика. Вроде все рассказал. А, что у меня еще в инвентаре есть. Вот ФН-ка у меня, Сатурн, Протекта и сборочка на вес и скорость. Я вообще вместо трансформатора хочу вихрь поставить. Но это уже когда они подешевеют куплю. Еще Синобигатана и теперь точно все. 3 миллиона 300 тысяч деталей, немного гильз, 740 тысяч обменных монет, чеков нет, так как уже конец сезона, и талоны 700 штук. То есть среднестатистические игроки, даже с 4-5 тысяч часов, не имеют того, что за 2000 часов у меня накопилось. Да, я не говорю за всех, есть типы типа различных монкеров и других барыг. Перед этим я имел в виду среднестатистических людей. Как я всего этого добился? Да, просто я тратил время эффективно и не занимался ненужной хуйней. А все время выделял заработку денег. Напомню, что у нас есть Discord сервер и Telegram канал. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр и пока.